Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня будем делать расклад на традиционную тему, но уже давненько не делала, что было, что есть, что будет. И тема эта будет касаться ваших отношений с мужчиной, которого вы сегодня задумаете. Использовать для этого расклада я буду колоду «Золотое Таро». Вам необходимо, как всегда, сконцентрировать ваше внимание на мужчине. Представьте его, хорошенько визуализируйте. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты каждого, кто присылает мне подарки, кто поддерживает таким образом мою работу. Благодарю моих спонсоров. Благодарю вас за ваши комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моих каналов, моих ресурсов, моей работы, моего творчества. Всех очень нежно люблю. Итак, что было, что есть, что будет. Колода «Золотое Таро». Ну вот на данный момент ситуация так себе у нас выходит. Пятерка пентаклей. Смотрите, два нищих под монастырем. Зябко, голодно. Как-то так, печально, но они держатся друг друга. О чем этот аркан? О том, что вы могли с этим мужчиной сейчас зайти в кризис, подойти к кризису. Или войти уже в него. Кризисный период в отношениях. Но этим людям, они несчастливы, конечно, и не чувствуют себя согретыми, не чувствуют себя сытыми, не чувствуют себя счастливыми, по-настоящему находясь вдвоем. Однако же и расставаться им нельзя, потому что какая-никакая, но все-таки у них поддержка здесь друг друга. Вдвоем как-то все-таки веселее. В общем, здесь такая ситуация, что вы с этим человеком и вместе, возможно, у вас не получается по-настоящему счастливо выстраивать отношения. Но и когда расстаетесь, это вот такая история, что вам тоже плохо и врозь, и порознь. И, соответственно, вы можете сходиться вновь или же ощущать большую потребность друг в друге. В общем, такой довольно кризисный аркан. Давайте теперь посмотрим, а что за мужчина. Как нам его сейчас охарактеризуют? Что это за человек? Человек, который во многом вас разочаровал. Ой, две даже потянулись. Карты. Тяжелый характер. Довольно конфликтный. Очень-очень может быть капризным этот человек. И причем капризы эти он может демонстрировать, а может просто вести себя каким-то таким образом, что... Ну, как бы возникает такое ощущение, что мужчина, может быть, не совсем правильное слово, капризничает. Ну, некую такую вот незрелость он может проявлять, этот человек, и даже удивлять вас этим. Человек, который во многом принес вам разочарование. Причем эмоций было много. В прошлом, мы сейчас посмотрим, конечно, что было, что есть и что будет, но в прошлом эмоций было очень много с этим человеком, однако же он сделал все для того, чтобы эти эмоции трансформировались в нечто такое, что перестало вас особо радовать. Да что ж такое? Как же хочется наконец-то увидеть замечательную, красивую картину. Влюбчивый, любит женщин, противоположный пол просто очень любит и увлекается, так сказать. И умеет обаять. Умеет проявить себя рыцарем на белом коне, если не в прямом смысле, то, по крайней мере, с эмоциональной точки зрения, он для женщин чем-то привлекателен. И женщины ему нравятся зрелые, состоявшиеся. Для кого-то из вас, возможно, даже ему нравятся женщины старше его. Может быть, и вы старше его. Если же нет, то ему нравятся женщины, которые что-то из себя уже в жизни представляют. То есть зрелые женщины. Не девчонки наивные. Девчонки, может быть, тоже нравятся, но интерес у него настоящий вызывают зрелые женщины. Давайте теперь переходить к вопросам к нашим. Кратенькая сигнификация. Что было между вами? Что было с точки зрения высших сил между вами? Ой, смотрите, как вы. Это вы вышли. Королева кубков и солнце. Вы искренне влюбились в него. Еще аркан влюбленная. Вы... О, туз кубков. Слушайте. Вот это да, что было. Была просто
Супер! Великолепная история о любви. Вы влюбились в него, если не с первого взгляда, а постепенно, неважно, но вы влюбились по-настоящему, очень искренне, очень открыто, очень тепло. Это настоящая любовь. Была, по крайней мере, мы же смотрим, что было. То же самое было и со стороны мужчины, то есть он воспылал к вам чувствами, вы стали его королевой кубка, вы стали его солнышком ясным, вы стали его любовью, то есть он увидел в вас то самое счастье, которое он, возможно, долго ждал. Здесь момент влюбленности, как минимум влюбленности, а затем это переросло в гораздо более глубокое, да, нечто. Оно было у обоих, но особенно показывают вас. И вас показывают как женщину, которая отнеслась несколько даже, можно сказать, наивно в чем-то, на что-то вы закрывали глаза, не видели очевидного, конечно, башня вышла у нас, потому что иллюзии рухнули впоследствии. Было все красиво, было все замечательно. У вас было ощущение, что это тот самый драгоценный, бесценный шанс в вашей жизни, тот самый мужчина. Если у вас этого не было, девочки, значит, возможно, или расклад не ваш, или не вся информация для вас. Но вот здесь очень яркая история, и именно больше показывают эмоций со стороны женщины. Но это было взаимно, это точно было взаимно. Однако же, смотрите, ну тут еще башня выходит как шанс, как вам казалось, как вы это увидели, на то, чтобы резко изменить свою жизнь. Чтобы, ну просто этот мужчина как бы перевернул ваш мир. Возможно, заставил даже вас переосмыслить многие вещи, какую-то переоценку некоторых важных вещей сделать в своей жизни. В общем, здесь очень-очень важная встреча с этим человеком. Конечно, это непростой, далеко прохожий в вашей жизни. Здесь возникли чувства. Возникли серьезные чувства. Красивую историю показали в прошлом, однако башня у нас вышла. К чему эта башня? Вы могли с этим мужчиной уже расставаться и вновь сходиться. Здесь все начиналось красиво, хорошо, а потом как-то вот захромало. И у очень многих из вас эти отношения превратились в качели, карусели, горки американские. Вот как хотите называйте. Но это цикличность. Цикличность. То есть вы как будто вспыхнули чувствами, потом произошло разрушение иллюзий. Затем вы могли расстаться, затем вы могли вновь возобновить общение. Или же нам показывают, что этот сценарий вполне вероятен, если вы еще не расставались с этим человеком, то вполне вероятен такой сценарий развития ваших отношений. Да, смотрим пока прошлое, но в прошлом, значит, очень многие из вас уже это переживали. Или вы сейчас с ним в расставании, или же вы переживали вот такие вещи, что вы ссорились или как-то что-то рушилось, вы расставались, а потом вновь налаживали общение. Сегодня история о таких отношениях. Что сейчас, что на данный момент между вами? Угу. Для очень большой части аудитории здесь произошло расставание с этим мужчиной. Я вот сейчас расскажу о тех, кто расстался с ним, и это уже отношения в прошлом оставленные. Так вот, у вас или уже появился новый мужчина, или новый мужчина, знакомство с новым мужчиной, новые отношения у вас просто на пороге стоят. То есть для очень многих из вас произошло расставание. И на данный момент вы с этим мужчиной как бы точка поставлена. Возможно, запятая, не знаю, как будет дальше, мы не смотрим сейчас расклад точка или пауза, но для очень многих из вас состоялось расставание, и вот для тех, у кого состоялось расставание, вам идет так, что или уже есть мужчина, или новый мужчина вот-вот в вашей жизни появится. Это то, что есть сейчас. Но давайте спросим тогда, те женщины, которые с ним продолжают отношения, не все же с ним расстались, да, аудитория расклада очень большая, значит, очень много девочек, которые с ним расстались. Здесь так вот, что идите в новый путь. Идите, если расстались с ним, значит, смотрите расклад, ну хорошо, смотрите для общего, так сказать, развития, для определенных выводов более четких о ваших отношениях, ваших решениях. Но это было правильное решение, и вы либо уже ушли в новый путь с другим мужчиной, или он появится в вашей жизни. Вот-вот уже стучит прям в вашу жизнь. Если вы не расстались с ним, то ситуация сейчас между вами. Ну вот, эти качели-карусели продолжаются, манипуляции продолжаются, продолжается неуверенность в завтрашнем дне, продолжается то,
Тут мужчина ведет игру какую-то. Здесь мужчина мало того, что не постоянный, но он такой манипулятор. Вот тот человек, который вчера у нас был на раскладе, он пришел сегодня опять на наш расклад. Непонятная, неустойчивая ситуация. Посмотрите, жонглер у нас какой здесь. Шут двумя пентаклями жонглирует. Какая ситуация? Неустойчивая, непонятная. Мужчина ни на что не решается. Мужчина, возможно, вообще не дает вам никакой уверенности в завтрашнем дне. Может быть, двойственность. Может быть, мужчина не свободен. Или же, в принципе, есть кто-то еще в вашей истории. Причем это может быть как другая женщина, так и мужчина может не определиться между вами и своей мамой, быть как между двумя огнями. Или еще кем-то. В общем, здесь такой человек, который на двух стульях очень удобно может сидеть. Неустойчивая ситуация, непонятная. Что будет дальше, абсолютно для вас непонятно и неизвестно. Пока. Ага. Да. Здесь вы в сомнении. Те, кто с ним продолжает отношения, у вас остаются к нему чувства, и чувства здесь действительно глубокие, серьезные. У него тоже есть к вам чувства, можете не сомневаться в этом. Но вас-то показывают больше, вы наполнены эмоциями, чувствами. И вот это ваша любовь, это ваше огромное, светлое, прекрасное чувство, даже если оно претерпевало изменения, даже если были проблемы, все равно здесь есть все шансы на то, что это ваша большая любовь, она может все победить, все препятствия, которые между вами есть, и даже, возможно, какие-то нехорошие, негативные черты характера этого мужчины, в итоге они падут под, так сказать, влиянием этого огромного, светлого, прекрасного чувства. Вы здесь сомневаться можете между тем, стоит ли с этим мужчиной дальше продолжать, или же уходить из отношений. Но ваша любовь к нему, она действительно может многое победить. Вот сегодня выходит так. Здесь две части как раз получается сегодняшней аудитории. И речь о том, что если уже приняли решение выйти из отношений, сделали верно и идите вперед, вас ждет новый путь, новое счастье. И вы просто для интереса смотрите расклад. Если же вы с ним, у вас сейчас состояние сомнения, заканчивать, продолжать, или же можно что-то здесь как-то бороться. Знаете, часто девочки говорят, бороться за любовь. Я, честно вам скажу, мое личное мнение, бороться, конечно, за любовь не стоит, потому что насильно мил не будешь. Но поскольку здесь есть действительно искреннее чувство, особенно с вашей стороны, да и с его тоже, не пусто здесь никак. Поэтому вполне возможно, что что-то из этого может все-таки получиться, ибо любовь побеждает всю. Как видят ваши отношения? Ну вот с этой частью понятно, да? Хотя давайте спросим, вот вы с ним расстались, вы уже пошли своей дорогой, у вас своя жизнь, новый мужчина на горизонте или уже появился. Есть ли какие-то перспективы с ним, с вот этим человеком, о котором мы сегодня говорим? Нет. Это надо отпускать. Все, это нужно отпускать. Аркан смерть говорит о том, что все, это тлен, сбрасывайте с плеч. Здесь десятка мечей, смерть. Здесь однозначно оставлять в прошлом. Однозначно. Вас новые отношения ждут. Новый человек, мужчина, император, настоящий, не полковник, а настоящий император. Оставляем это все в прошлом и правильно сделали. Как я недавно вам говорила в раскладе «Аплодирую стоя», вот я повторю эту фразу. Вы сделали верно для тех, кто расстался. Для тех, кто продолжает отношения с ним, каковы перспективы? Ну, здесь аркан дьявол выходит, девочки. Порадовать особо здесь нечем, потому что, конечно, по дьяволу это болезненная очень зависимость. Часто женщина в плену самообмана находится. Вчера я выставляла постик такой небольшой с фразой, очень мудрой, о том, что когда мы влюблены, мы не оцениваем трезво ситуацию человека. И так и есть. Пешка в ваших глазах может быть настоящим королем. Вот здесь такая ситуация. Но мы только что с вами поговорили о настоящих чувствах глубоких, которые могут побеждать действительно все о любви. И это действительно так. Далеко не в каждом раскладе, а вообще очень редко такая информация выходит. Но сегодня вышло так. Однако же здесь болезненная привязанность к этому мужчине. И дальше вот эта душевная ваша боль, она никуда, душевная боль и ваша привязка к нему, она никуда не денется, она останется.
А еще у вас прошлое с этим мужчиной, за которое вы не просто держитесь, а которое дает вам вдохновение. Но мы увидели, прошлое это было очень красивое. И можно сказать, что многие из вас с ним ради этого прошлого. Да, у кого-то остались чувства, у кого-то остались эмоции. А кто-то из вас, вы просто с ним ради прошлого. Не можете отпустить. Кто-то из вас любит по-настоящему искренне, кто-то из-за детей, кто-то из-за прошлого. Но вот здесь у вас эта привязка глубочайшая, во-первых, а во-вторых, связь по прошлому вашему. Она очень крепкая. Какую рекомендацию могут дать вам Таро? С вот этой частью аудитории все понятно, да? Тут единственная рекомендация, если вы уже эти отношения закончили, все, уходите в новое плавание, полностью оставляете в прошлом, закрываете дверь. Если вы хотите дальше быть с этим мужчиной, продолжаете с ним отношения, качаетесь на этих карусельках, катаетесь на американских горках, но вы от этого или кайф ловите, или вы действительно любите этого человека, рекомендация для вас. Это ни в коем случае не совет, это трезвый взгляд Таро на вашу ситуацию и ваше правильное поведение. Здесь знаете, что будет? Здесь нужно научиться держать в узде свои эмоции. Не распускать эмоции и не действовать на эмоциях. Когда вам очень-очень хочется как-то с ним... Сейчас скажу, поймаю эту мысль, потому что у меня очень много сейчас мыслей идет и информации об этом. Вот смотрите, когда у вас возникает желание, огромное, горячее желание с этим мужчиной, что-то изменить, что-то прояснить, какие-то изменения произвести совместно или с вашей стороны, то не стоит этого делать. Здесь только время и только ваше терпение может действительно что-то решить. То есть каких-то активных действий здесь не предполагается. Нельзя сказать, что вы что-то можете изменить в отношениях с этим мужчиной. Ничего не можете. Каким он был, таким он и остался, и таким он и будет. Или вы его принимаете таким, какой он есть, любите таким, какой он есть. Ну, не хочется такие вещи говорить, но все-таки закрываете глаза на его недостатки, на его какие-то поступки, не радующие вас, и терпите и ждете. Все, другого выхода здесь нет. Не нужно пытаться что-то изменить, потому что бесполезно ему доказывать, бесполезно что-то от него требовать. Здесь мужчина или решит для себя что-то в вашу пользу, или не решит. Вот, знаете, именно поэтому, наверное, вот эта левая часть здесь и вышла такой категоричной, что если вы с этим мужчиной наконец нашли силы расстаться, то вы молодец, большая молодец. И это нужно отпускать в прошлое, потому что все далеко не просто. С другой стороны, если вы хотите с ним продолжать отношения, значит, ну что, можно пожелать вам терпения и... усмиряйте бурю в душе. Ну, тут ничего больше другого вы не сделаете. Бесполезно, просто бесполезно. Или решит что-то, или не решит. А это покажет исключительно время. Вот такой у нас сегодня получился расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. Обязательно нажимайте на кнопочку колокольчика на YouTube, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех обнимаю, целую, люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго. До свидания.